Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить умопомрачительное шоколадное птичье молоко в ПП варианте. Это воздушное, насыщенное шоколадными ароматами суфле под слоем шоколадной глазури. Сегодня я позволю себе поэкспериментировать и сделаю орехово-шоколадную основу к этому десерту. Но вы легко можете заменить ее на обычный шоколадный корж. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел простой рецепт шоколадных ПП пряников из самых простых ингредиентов. Эти пряники станут отличным перекусом и помогут восполнить дневную норму белка. Ссылка в описании под видео. Для основы я заранее замочила в кипятке 100 грамм черного изюма. Если любите послаще, то половину изюма можно заменить на финики. Также нам понадобится 80 грамм орехов. У меня это миндаль, но можно взять любые. Вместо орехов можно также взять ПП печенье. Добавляем к орехам 200 грамм какао и измельчаем сухие ингредиенты в блендере. Можно измельчить в мелкую крошку, можно оставить кусочки орехов, возможен любой вариант на ваш вкус. Добавляем в блендер остальные ингредиенты. Замоченный изюм и 20 грамм растопленного какао-масла. Подойдет также кокосовое или масло ги. Если вы будете собирать торт в кольце, то масло можно не класть. Измельчаем все ингредиенты вместе. Получается вот такая клейкая масса. У меня сегодня очень нестандартная сборка сверху вниз, для которой я изначально подготовлю корж прямоугольной формы. Если вы собираете обычный торт цилиндрической формы, то просто распределите эту массу в кольце ровным слоем. Чтобы сделать корж ровным, я накрываю его пищевой пленкой и раскатываю. И сверяю размер с помощью формы, в которой буду собирать. Там, где нужно, немного подровняю края. И в таком же виде, не снимая пленки, отправляю корж в холодильник. Для мусса важно подготовить все заранее. Форма, застеленная пищевой пленкой. 25 грамм какао-масла, которое придаст нам максимально активный шоколадный вкус и аромат. Но в принципе его также можно заменить на кокосовое или масло ги. Масло важно полностью растопить любым способом. Главное, сильно не перегревайте. А также будет только лучше, если оно к моменту добавления в мусс останется теплым. В чаше для взбивания соединяем 140 грамм воды и 20 грамм сухого пастеризованного белка, альбумина. Вместо этого вы можете взять 4-5 белков яиц общим весом 160 грамм. А я смешиваю альбумин с водой. Добавляю сюда 1/3 чайной ложки соли. Пока подготовлю остальные ингредиенты, альбумин разойдется. В сотейнике с толстым дном соединяем 200 грамм сиропа. У меня это сироп топинамбура. Часть сиропа можно заменить эритритом. Сюда же добавляем 70 грамм воды. 10 грамм агар-агара и немного подсластителя, у меня 5 грамм. Если любите послаще, смело добавляйте больше. Отправляем сироп вариться на среднем огне. Нам нужно добиться температуры 103 градуса Цельсия. По времени это примерно 2-3 минуты после закипания. Визуально сироп загустеет. В это время можно начинать взбивать белки. Сначала на средней скорости до образования пены. Потом увеличиваем скорость миксера. Если вы взбиваете сырые белки, то технология та же самая, только следите максимально внимательно, чтобы не перевзбить их. Консистенция белков должна быть такая, чтобы они не двигались при наклоне чаши, но при этом сохранили свою мягкость. В идеале к моменту готовности белков должен быть готов и сироп. Итак, сироп достиг 103 градусов Цельсия. Теперь нужно тонкой струйкой, не переставая взбивать, влить его к белкам. Старайтесь не попадать на венчик. Масса на глазах будет пышнеть и увеличиваться в объеме. Это видно уже сейчас, даже пока я вливаю сироп. А буквально через полминуты масса стала густая и плотная. Посмотрите, при взбивании образуются полости. Это говорит о готовности. Значит, пора ввести остальные ингредиенты. Через сито я просеиваю какао-порошок. Снова перемешиваю миксером уже на более низкой скорости. Добавляю нагретое масло. Взбивать эту массу не стоит, нужно только перемешать добавленные ингредиенты.
И на этом этапе действовать нужно быстро, потому что как только масса достигнет 40 градусов Цельсия, она полностью застынет. До этого момента нужно успеть переложить ее в форму и разровнять. Вот такая потрясающая консистенция должна получиться. Мягкий и воздушный мусс. Сразу перекладываем его в заранее подготовленную форму и разравниваем. У меня прохладно в помещении и форма тоже прохладная, видно, как суфле мгновенно начинает застывать. Если у вас обычный корж и сборка сверху вниз, то его можно сразу выложить на незастывшее суфле и прижать. Мой тяжеленький корж я буду укладывать на уже застывшее суфле, чтобы не повредить его. Это очень легко сделать с помощью той же пищевой пленки. Перекладываем и аккуратно прижимаем. Можно вот так выровнять лопаткой прямо через пищевую пленку. Для полной стабилизации отправляем десерт в холодильник на 2-3 часа. По прошествии этого времени снимаем пленку и аккуратно вынимаем десерт из формы. Для поливки глазурью его нужно поставить на любую решетку дном вниз. Решетка стоит на блюде или над противнем. Поливаем полужидкой глазурью. Глазурь должна быть слегка теплая, чтобы она могла стекать и покрывать всю поверхность торта. Благодаря тому, что торт холодный, глазурь сразу немного схватывается и не стекает с него полностью. Действуем быстро. Я использую ПП-глазурь молочный шоколад. Ее рецепт уже есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Покрываем все бока. Убираем торт в холодильник минут на 20 для полного застывания глазури. Оставшуюся глазурь можно ненадолго тоже убрать в холодильник или, если в помещении холодно, позволить ей немного остыть. Вынимаем застывший торт и покрываем его линиями глазури. В идеале, если глазурь достаточно остыла, рисунок сразу застывает на торте и не растекается. Готовый торт аккуратно поддеваем двумя широкими плоскими инструментами, такими как лопатка и нож, и перекладываем на доску или подложку. Кстати, глазурь, оставшуюся в поддоне, легко можно нагреть повторно и использовать. Инструменты аккуратно вынимаем из-под торта. Если требуется, равняем края. И наш тортик готов. Простой шоколадный декор. Давайте его разрежем. У него простой и понятный разрез. Птичье молоко с очаровательным шоколадным вкусом и ароматом. Если вы использовали какао-масло так же, как и я, то аромат просто сногсшибательный, ярче, чем у любых покупных конфет. И я вам скажу, этот десерт намного вкуснее покупного варианта. Невероятное воздушное шоколадное суфле под шоколадной глазурью. Это очень вкусно. По поводу коржа, конечно, здесь нестандартный вариант с изюмом. Сочетание довольно необычное, но бесспорно вкусное. Но кто любит классические варианты, лучше выберите обычный шоколадный корж. Ссылку на рецепт оставлю для вас в описании. Съедается этот десерт просто мгновенно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!